Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сейчас мы выполним еще одну свою открытку. Для еще одной открытки нам понадобится целлофановый пакет, акварель, вода. Я нанесу воду на наш лист. И намешаю интересные такие синие оттенки. Можно даже сделать сразу пятна. Желательно погуще. Ну а теперь мы берем наш целлофан и стараемся как бы сформировать здесь сразу какие-то интересные складочки. И опять один момент, это должно все у нас интересно высохнуть. Надо было все-таки одинарный пакет брать. Можно чуть-чуть краску погонять, как вам нравится, но и оставить сохнуть. В принципе, на этом этапе достаточно этого. Опять ждем высыхания. Ну что, у нас прошло какое-то время, и мы можем снять наш пакет. Смотрите, какая интересная текстура у нас получилась под мрамор. Сейчас мы его начнем дорабатывать. Нарисуем стволы деревьев. В фильме вы слышите музыку нашей семьи. Здесь какое-нибудь корявое такое дерево. Бывают такие деревья, что-то им не нравится, они тянутся совершенно в другом направлении.
Это как интуитивное рисование. Мы что-то угадываем, хотя я, когда наносила пятна, я уже предполагала, что у меня будут здесь деревья. А можно просто хаотично нанести пятна, и уже впоследствии вы получите интересный результат. Можно, в принципе, оставить уже так, а можно нарисовать какой-нибудь персонаж. Давайте нарисуем снегирей. Где это будет сейчас снегирей? Буквально несколькими штрихами у нас получились снегири. Ну, чем вам не зимняя тематика без использования гуаши. Все и так очень красиво. Вот такую иллюстрацию мы с вами рисовали в прошлый раз. А вот такой зимний пейзаж у нас получился сегодня. А такую открытку мы нарисуем с вами в следующий раз. Надеюсь, мой мастер-класс вам пригодится, и вы нарисуете свой зимний сюжет. До встречи, друзья, в следующих мастер-классах в творческой студии Елены Тюриной.